Всем привет, с вами Дэн, и кто это у нас здесь такой, в черной коробочке? А это новиночка конца 2023 года. Взял на Джуми, кстати говоря. И если опять в очередной раз кто-то будет спрашивать, да, на Джуми можно покупать, оплачивая с рублевых карт. И нет никакого лимита там в 300 евро и так далее. Да? Все как будто бы вы покупаете на каком-нибудь условном Озоне или Яндекс.Маркете. Но все в сторону. Сейка 5, новиночка конца прошлого года. Взял на Джуми. В корейском магазине, кстати говоря. Ритейл у этих часов 460 евро, я заплатил за них примерно 45 тысяч рублей, без учета всяких купонов. Так что, как вы понимаете, даже ниже, чем ритейл, и особенно с учетом того, что модель, ну, прям супер-супер свежая, горячая, и, по крайней мере, на момент съемки ролика она довольно-таки редкая, и за ними, ну, можно сказать, в некотором роде гоняются. Это Seiko 5 GMT, и более того, у меня она еще и в версии, в такой специальной версии с белым циферблатом. С белым циферблатом. Редкая версия на пятизвенном стальном браслете. Давайте разбираться, давайте смотреть, что это за такая новиночка. В модном, естественно, GMT стиле. Полевая новинка Seiko 5 Sports. Ну, что называется, альтернативочка такая, да, Rolex Explorer 2 от Seiko. Итак, ну что ж, надо этих красавцев подзавести. Ну, если вы хорошо знакомы с полевой линейкой Seiko 5, то вы знаете, что там, конечно же, нет версии GMT. И по большому счету главным отличием как раз является эта самая стрелочка GMT на циферблате. И вот этот вот самый безель, здесь он стальной, с 24-часовой шкалой. У GMT стрелки здесь такая необычная форма наконечника, которая резко контрастирует с часовой и минутной стрелкой, поэтому в плане читаемости здесь все шикарно. И мне нравится, как Seiko обыгрывает оранжевый цвет. Они сделали надпись GMT оранжевым, они сделали наконечник секундной стрелки оранжевым, и они сделали GMT стрелку тоже оранжевой. Прикольно, кстати, все в одном таком стиле. Дата есть, дату отметки 3 часа, так что те, кто любит дату, могут порадоваться. И кроме того, здесь дата у нас с таким окошечком, с обрамлением и достаточно симпатично выглядит. Ну, глобально, как я уже сказал, новый Seiko 5 Sports GMT вполне такая вот бюджетная альтернатива Rolex Explorer 2. И даже стилистика очень-очень сильно приближена к Rolex Explorer. Ну, для тех, кто любит или наоборот не любит хамаж. Значит, здесь у нас такое купольное стекло из традиционного для Seiko Hardlex, которое чуть более устойчив к царапинам, чем минеральное стекло, но, конечно же, не сравнится с сапфиром. Заводная головка, как мы уже с вами разобрались, не завинчивается. Никакого логотипа на заводной головке нет. Ну, это же Seiko, экономия, конечно же, должна быть везде. Водозащита 100 метров, и для часов типа GMT это вполне себе неплохо. Что касается схемы разметки циферблата, то у цифера, кстати говоря, здесь есть такая мелко-мелко-мелко зернистая поверхность, потом более детально посмотрим. У предыдущих версиях то же самое. И, конечно же, очень много таких милитари военных мотивов, потому что у нас крупные, максимально хорошо считываемые 12-часовые арабские здесь индексы идут, да, часовые метки, они причем выпуклые, я думаю, что они накладные, опять же на макро посмотрим, но похоже на то, что накладные, но не особо высокие. Плюс есть у нас точечки люминофора, которые опять же идут на часовых метках, и вот тут минутная шкала идет по самому крайнему, по крайней грани циферблата. Также, поскольку здесь вот опять же милитари стилистика, то у нас есть еще и 24-часовой формат, который идет уже на внутреннем таком части циферблата. От, соответственно, 13 до 24 часов разметка, ну, чтобы мы понимали, да, день-ночь. И, конечно, с учетом того, что у нас GMT функционал в часах, и у нас получается милитари разметка, ну,
такое себе, я бы сказал, потому что может немножко это все перенасытить циферблат. И опять же, у нас получается здесь разметка 24, по безелю 24. Все это немножечко может слишком таким винегретом быть на циферблате. Потому что, по большому счету, здесь часы, минуты, и нужно внимание уделять на GMT функционал. Конечно, здесь такой офисный GMT, то есть стрелка GMT показывает, да, время в другом часовом поясе, вы можете смотреть, да, а основные стрелка часовая, минутная, они показывают время в вашем часовом поясе. Ну, плюс-минус, понятное дело, что для часто путешествующих, наверное, лучше брать True GMT. Для всех остальных достаточно будет обычного GMT функционала. Благо сейковский новый калибр NH34, или как в случае фирменных часов они его называют 4R34, 24 камня, 21600 полуколебаний в час, запас хода 41 час. Это, конечно, самый доступный на рынке GMT, который ставят уже все от самой Seiko до огромного количества микробрендов и других различных сторонних брендов. Все ради того, чтобы привнести на рынок вот эти вот GMT модели, которых раньше было довольно-таки мало, потому что все-таки яташный True GMT стоит, ну, недешево. А Seiko поменяла правила игры на рынке, выпустив свой механизм, и теперь GMT стали доступны всем. Хорошо это или плохо? Я считаю, что хорошо, потому что мы можем с вами купить GMT, можем купить трехстрелочник. Ну, что касается этой модели, то вот в белой версии она мне нравится оранжевые оттенки, мне нравятся вот эти накладные меточки, мне нравится белый циферблат. И в целом, да, это homage Rolex Explorer. Но мы же понимаем, сколько стоят эти часы и сколько стоит Rolex Explorer. Главное сейчас у нас с вами, наверное, разобраться, хорошая ли, адекватная ли цена у Seiko на вот конкретно эту модель. То есть мы говорим с вами примерно о цене в 460 евро. Да, понятно, на Джуме они подешевле, но тем не менее это, как вы понимаете, не самая дешевая модель. Значит, посмотрим, что у нас по корпусу. У нас по корпусу, по боковой грани безеля есть такая зеркальная полировочка, колечко. Внизу тоже зеркальная полировочка по безелю. А вся остальная центральная часть и корпуса, и безеля имеет сатинирование. Достаточно приятно исполненное, особенно в сравнении с Seiko 5, да, классическими. Кстати, ушки просверлены, то есть такой винтажик, плюс удобно будет браслет поменять. Кстати, лучистое здесь сатинирование идет, да, по безелю, приятно. Крупные стрелки, такие прям мечи, я бы сказал, да, и аккуратная стрелочка GMT. Очень хорошо в плане читаемости и ничего не отвлекает, ничего не раздражает, кроме того, что я, наверное, бы отказался, конечно, от этой вот второй дополнительной внутренней шкалы циферблата 24 часа. Ну, ладно, об этом мы уже сказали. Пятизвенный браслет. Для Seiko он неплох. Конечно же, люфт между корпусом и браслетом есть. Ну, это Seiko. Если бы его не было, это были бы не Seiko. Поэтому здесь мы люфт ждем. И, конечно, вот это вот разный уровень крайнего звена браслета и ушек, это опять же Seiko. Но опять же, здесь мы это все ждем. Отделка на браслете хуже, чем на корпусе. Опять же, стандартно для Seiko. Хоть дешевых, хоть Grand Seiko. Это, опять же, если вы следите за этим брендом, следите за нашими правдивыми обзорами на Gita.ru, вы об этом тоже знаете. Ну, здесь уже такое ближе не сатинирование, я бы сказал, даже какое-то матирование. Но браслет в целом окей. В целом окей был бы, если бы они стоили 200 баксов. Но за 460 баксов вот эта вот застежечка, все полностью штампованное, классическое для Seiko, нет никакой системы быстрой замены. И, конечно, страшненькая задняя крышка, где не на что смотреть, здесь бы лучше какую-нибудь гравировочку. Но опять же, это все типично для Seiko. Вот это вот за 460 евро. Ну, вы напишите свое мнение в комментариях. Мое мнение, это, конечно, ну, я ничего не буду говорить. Я ничего не буду говорить, потому что, ну, это вот честно, это какой-то плевок уже в потребителя, потому что вы берете, ну, почти 500 баксов, даете вот такое, вот такого очень-очень-очень паршивенького качества браслет, это прям, фу.
В общем, браслет снять, выкинуть, забыть, поставить хороший качественный НАТО-ремешок. Корпус здесь очень приятный, циферблат приятный, безель приятный. В этом плане все хорошо. Браслет ужас. Так, по весу на полном браслете 147 грамм. Ну, в общем, часы не тяжелые. И самое время, конечно же, посмотреть по размерчикам. Значит, у нас по корпусу 39,5. Высота с учетом купольного стекла 14. Ну, невысокий, в принципе. По браслету 20. И от ушка до ушка. Ушки здесь довольно-таки длинные. Значит, здесь 47,6. 47,6. Мое запястье 18,5 в обхвате. Посадка очень даже приятная. На среднее запястье, на крупное запястье эти часы вполне себе подойдут. На небольшое, учитывайте, все-таки ушки достаточно здесь длинные. Лучше взять что-нибудь из небольших версий трехстрелочников Seiko 5. Как и обещал, такая достаточно интересная фактура по циферблату. Меточки накладные, с зеркальной полировкой, приятненькие. Люминофор на стрелках. Люминофор здесь идет на вот этих метках часовых. И обрамление окошка даты тоже приятное. Ну, знаете, по корпусу здесь вопросов нет никаких, в отличие от браслета. Как будто бы две разные фабрики делали корпус и браслет. А третья фабрика ставила цену. Что скажу по итогам? Мне нравится эта модель как такая вот альтернатива Rolex Explorer. Ну, давайте будем откровенными. Очень приятная GMT-версия с белым циферблатом. Прям вообще пушка, персик. Браслет снимаем, сразу выкидываем, либо в чулан куда-то, ставим хороший, классный НАТО ремешок, и будет просто пушечка. Да, может быть по цене в некотором роде перебор. Но опять же, это Seiko, цены на Seiko растут каждый год, опережают, я бы сказал, даже рынок во многом. Ну, к этому нужно привыкнуть и смириться. Либо не смириться и уходить на микробренды. Вот, поэтому пишите ваше мнение, как вам эта модель, что из новых Seiko еще показать на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.